Сабрина, как ты к нам привязалась? Сабрина, как ты к нам привязалась? На первом снимке вы можете отчетливо видеть лицо мужчины. Верхняя часть головы как будто бы прикрыта тенью. Мы видим рот, нос, скулы. Всем привет, друзья, с вами канал Топи, и сегодня очередная серия про то, что у нас происходит дома. Серия про Сабрину. В этой серии вы увидите вводный метод, мы также оставляли камеры, там есть очень множество интересных моментов. Сабрина стала издавать совсем другие звуки. Очень интересно, поэтому обязательно посмотрите этот ролик до конца. Также мы хотим поблагодарить всех подписчиков, всех, кто донатил нам на ноутбук. Вы также дальше в видео увидите распаковку ноутбука, который нам прислал Леша с канала Ковен Ведьмака. Итак, друзья, пришла посылочка от Леши Ведьмака. Это как раз таки ноутбук, который он нам прислал по почте. Мы сейчас его вскроем. Так, вот он, ноутбук, запечатанный просто в основание. Так, аккуратно мы его сейчас распечатаем. Леха, тебе огромное спасибо за вклад в наш канал Топи. Аккуратно надо как-то открыть, чтобы его... Итак, смотрим внимательно, что здесь. Так, первым делом, так, это беспроводная мышка Logitech. Зарядное устройство. Так, такая сумочка. Открываем. Вроде все четко. Где кнопка включения? Ну, вроде целый доехал. Да. Все отлично. Ну, в общем, такой ноутбук, друзья. Короче, в чем прикол? Все деньги, которые вы нам надонатили, они обязательно пойдут на усовершенствование вот этого ноутбука. В общем, за эту сумму мы купили бы, ну, вот такой же компьютер, даже возможно, ну, да, такой же компьютер. Он не очень мощный, и мы ваши донаты вложим в апгрейд этого ноутбука. И я думаю, что все будет просто бомбически. Так. Потому что нам нужны определенные программы для монтажа, которые не каждый компьютер поддерживает, к сожалению. Да, да. Итак, друзья, вынужден записать еще одно видео по поводу ноутбука. Вот этот ноутбук нам прислал Леша Ведьмак. Это старый его ноутбук, который ему не нужен. Он нам его подарил. Сделал как, скажем так, как донат. Но так как этот ноутбук был очень слабым, мы приобрели вот такой SSD-диск на 1 терабайт. 1 терабайт SSD-накопитель. Здесь мы можем видеть, вот я поменял жесткий диск. Какая-то часть уже на диске занята. То есть 1 терабайт у нас на компьютере. Старый диск, который стоял здесь, я к нему купил вот такой корпус. Теперь он у нас действует как переносной жесткий диск. Вот здесь старый HDD диск стоит. И на нем мы тоже будем хранить какую-то информацию, какие-то файлы. В нем 500 гигабайт. Идем дальше. Что мы приобрели еще за ваши донаты, друзья? Мы приобрели вот такую. Это, короче, коробочка от
оперативной памяти. Это оперативка на 8 гигабайт. Вот здесь можно видеть, что написано оперативная память 12 гигабайт. То есть на этом ноутбуке было 4 гигабайта. Это было очень мало для работы с программой Sony Vegas. Вот она, программа Sony Vegas стоит у меня. Вот. То есть это модуль памяти. Идем дальше. Что мы приобрели еще? Помимо всего этого мы приобрели батарейки на Spiritbox новые. И приобрели крону. Это нам нужно для нашего старого электромагнитника. Я его забрал из Курска к себе сюда в Москву. Также, помимо всего этого, мы приобрели вот такую камеру. Это экшн-камера. Она стоит довольно дешево, 1000 рублей всего. Выглядит она вот так. Такая маленькая. Но к ней нужна была еще флешка. Вот здесь стоит флешка. Вот тут. Мы приобрели к ней флешку на 32 гигабайта. Вот эта коробочка от флешки. Я скажу, эта камера, я бы не сказал, что она прям супер-пупер классная, но как дополнение для съемок, я думаю, неплохо. 1000 рублей, мы подумали, ну посмотрим, как будет работать. Мы уже снимали на нее, дальше вы будете видеть в этом ролике, как она снимает. И тут есть ночной режим, но ночной режим не очень, если честно. Друзья, что мы приобрели еще? Сейчас у нас намечаются очень серьезные съемки, и нам нужно было очень серьезно подготовиться. Перчатки, но это по мелочи. Мы купили также дождевик. У нас 2 есть. Купили дополнительный дождевик, чтобы был. Также мы купили бахилы ОЗК. Здесь у меня в сумке лежит 3 пары, то есть мы приобрели Диме Чистову и себе. Буду все показывать, чтобы вы знали, на что мы потратили деньги. Вот такие бахилы ОЗК. Вот так вот они выглядят. Это они резиновые, это нам нужно будет для того, чтобы в случае чего мы смогли пройти через препятствие, это, конечно же, воду. Помимо этого мы с Настей приобрели себе 2 спальника. У Димы есть, у нас не было. Это, сейчас покажу, вот такой мешочек. В нем находится спальник. Вот он. Вот такой спальник. Потому что оставаться мы будем с ночевкой. И, скорее всего, они нам очень сильно пригодятся. Я пока не буду говорить, куда мы едем, где мы будем снимать. Но скажу так, они нам нужны, друзья. Обязательно. Друзья, от лица канала Топи я хочу выразить огромную благодарность всем, кто нам донатил. Сейчас идет работа над новыми роликами. Мы сейчас готовимся к очень серьезной для нас поездке. Мы пойдем очень далеко. Я сейчас монтирую ролик, вот этот, который вы смотрите, я вот как раз таки его сейчас делаю. Следите, друзья, за новостями и оставайтесь с нами. Спасибо, что вы у нас есть. Оставайтесь с нами и смотрите этот ролик до конца. Сейчас, друзья, мы попытаемся связаться снова с Сабриной и послушать, что она нам будет отвечать. Мы давно уже не использовали Spiritbox. Это там. Так, друзья. У меня аж руки затряслись. Подожди, я не могу. Давай. Также, друзья, хотелось бы вам напомнить, у нас в сообществе ВКонтакте вы можете заказать красивые свечки. Вот одна из них, но это такой черновичок. Вы все видели эту свечку на стриме, поэтому, кому интересно, в описании к этому ролику будет ссылочка на наше сообщество. Заходите и смотрите товары. Можете приобрести очень интересную, красивую свечку и сделать кому-нибудь подарок.
Все свечи, в дополнение я хочу сказать, что все свечи сделаны вручную. Это исключительно ручная работа. И, собственно, заказать можно не только тот товар, который есть там. Также вы можете предложить какой-то свой вариант и создать свою свечу. Добро пожаловать. Да, друзья. Итак, не будем затягивать. Давай вопросы. Мы включаем Spiritbox, друзья. Мы хотим связаться с Сабриной. Сабрина, ты можешь с нами выйти на связь? Сабрина, ты можешь нам ответить? Сабрина, ты сейчас здесь? Сабрина, скажи, ты к нам привязалась к кладбищу? Сабрина, как ты к нам привязалась? Сабрина, как ты к нам привязалась? Ты видишь? Пипец, у меня аж руки трясутся. Друзья, я надеюсь, это видно было на камеру. Пипец, посмотри. Она вот здесь стояла. А как она упала? Я не знаю. Я надеюсь, камера записывает. Блин, пипец, меня аж трясло. Да, Настя, камера писала, по-моему. Писала? Да. Писала камера. Друзья, я проверил, просто тут нету обозначенных знаков. Я оставил. Дальше. Так, друзья, камера вот стоит, снимает, пишет. Я надеюсь, что это было видно. Вот эта вот штука, перекись водорода, она, у нас тут аптечка просто, она тут всегда стояла. А как она упала, я не могу понять. Это надо постараться, чтобы она упала. Вообще жесть какая-то, зай. Сабрина, ты вообще с ума сходишь, да? Звуки какие-то непонятные появились. Вы, кстати, в конце ролика, друзья, можете услышать, что тут происходило. Там последние 6 минут я даже не трогал. Она беспрерывно снимала, как будто, вернее, последние 6 минут до того, как выключилась камера, я их даже не обрезал. Там жесть, там какие-то движения в квартире, какие-то звуки, это жесть. Теперь падает что-то. У меня лицо покраснело даже, да? Да я так не вижу, освещение такое. Это ты издаешь звуки в квартире, Сабрина? Скажи, пожалуйста, защита ведьмака как-то влияет на твою активность? Сабрина, скажи, зачем ты ломаешь технику? Сабрина, ты дух умершего человека? Да.
Ты нам вредишь? Сабрина, скажи, ты тут одна или вас много? Что вам от нас нужно? Что вам от нас нужно? Мы можем жить спокойно. Сабрина, ты можешь как-то влиять на нашу жизнь негативно? Сабрина, что ты хочешь нам сказать? Сабрина, спасибо тебе за общение. Мы еще с тобой пообщаемся. Итак, друзья, вы уже услышали все ответы. Мы пока вообще ничего не поняли, что там было. Так, пару слов услышали. Нам предстоит все это разобрать. Друзья, смотрите ролик дальше. Сейчас вы увидите вводный метод. Мы попытались с помощью вводного метода увидеть Сабрину. Что из этого получилось, смотрите дальше, друзья. И также смотрите те моменты, когда мы оставили камеру на ночь. Она снимала 2 часа, это будет в конце ролика. Итак, друзья, мы сейчас проведем вводный метод транскоммуникации. Мы не нашли никакой блестящей посуды, и я решил сделать вот так, смотрите. Я обложил все фольгой. Сейчас мы нальем сюда воды, включим световое шоу на телефоне, чтобы это разноцветно все было. Выключим свет и будем дуть феном. Для чего мы хотим провести такой эксперимент? С помощью вводного метода можно увидеть различные лица, не только людей, там могут появиться и животные. И сегодня мы хотим именно с помощью вводного метода увидеть лицо Сабрины. Что для этого нужно? Помимо того, что я вам показал, нужно просто о ней думать. Сейчас мы подготовимся, настроимся мысленно на Сабрину и будем записывать на протяжении где-то 10 минут. Все эти 10 минут мы будем о ней думать, и потом покадрово я буду просматривать это видео и посмотрим, найдем ли мы какие-нибудь лица. Итак, я сейчас налью сюда воды. Держи камеру. Этого достаточно будет? Я думаю, да. Так, теперь на телефоне я включу вот такое видео. То есть это просто световые эффекты. И они будут переливаться. Так. Нам еще нужно выключить свет. Да, мы выключаем свет. Фен уже готов. Включаю фен, и мы начинаем, друзья. Сейчас вы увидите перемотку. Все вы давно знаете, что такое феномен электронного голоса. Если же кто-то не в курсе, это один из способов выйти на связь с миром мертвых. Это можно назвать как современный вид спиритизма или инструментальная транскоммуникация. Вы, наш дорогой подписчик и друг, знаете, что к нам привязан дух некой Сабрины. В предыдущих наших видеороликах вы можете увидеть, что нам отвечала Сабрина через Спиритбокс и как она себя ведет у нас дома. Данный видеоролик – это продолжение изучения нашей интересной истории. Помимо феномена электронного голоса, также есть гадание по воде или водный метод транскоммуникации, с помощью которого можно увидеть лица призраков, животных, каких-то событий и даже своих умерших родственников. Для реализации данного эксперимента нужно просто думать о том человеке или сущности, кого хочешь увидеть. Это один из самых известных и древнейших способов ИТК. И в наши времена почти каждому человеку известно выражение «как в воду глядел». Мы же, в свою очередь, решили поэкспериментировать и с помощью водного метода посмотреть, как выглядит Сабрина. Сейчас вы видите перемотку видео, и, казалось бы, ничего не понятно. Но если смотреть покадрово каждый фрагмент эксперимента, мы сможем увидеть результат.
Получилось ли нам запечатлеть Сабрину или каких-либо сущностей, смотрите дальше. Мы оставили самые интересные моменты из эксперимента. Итак, друзья, сейчас на ваших экранах вы увидите все результаты, которые нам удалось получить с помощью водного метода. На первом снимке вы можете отчетливо видеть лицо мужчины. Верхняя часть головы как будто бы прикрыта тенью. Мы видим рот, нос, скулы. На следующем снимке видна морда собаки. И на следующем снимке также я разглядел собаку, которая сидит и смотрит вверх. Следующий кадр довольно интересен. Мы видим здесь лежащего мужчину, рядом с которым лежит женщина. Они накрыты одеялом, он ее обнимает рукой. А в ногах мы видим руку, которая тянется к ним. Очень интересно, друзья, что вы скажете по поводу данного снимка. Разбор водного метода занял довольно много времени, но когда я увидел данный снимок, мне стало очень интересно и любопытно, что же может показать нам инструментальная транскоммуникация водного метода. Посмотрите внимательно. В нижней части мы отчетливо видим женщину, похожую на русалку. Это девушка, вокруг которой какой-то белый объект, а сверху нее проплывает касатка. На следующем снимке я вижу мужское лицо с открытым ртом, как будто бы человек тонет. На этом снимке мы видим лицо, которое смотрит вправо от себя. Здесь мы разглядели череп. Посмотрите внимательно. На этом кадре мы отчетливо увидели мужское лицо. Оно вытянуто, видны глаза и нос. На этом снимке мы можем наблюдать череп. Данный снимок очень интересен, как будто снится сон. Кошмарный сон. На этом снимке мы видим кота в нижней части. Его огромную морду, которая смотрит из-под лобья. Мы видим усы, уши, нос, рот. Морду кота разделяет еще какое-то очень странное лицо. Выше мы видим два скопления, как будто бы демонические сущности, как черви, нависают над котом. Очень жутко выглядит. На следующих кадрах, как нам кажется, мы все-таки смогли запечатлеть Сабрину. Она как-то нам говорила, что она жрица. Посмотрите внимательно, как будто сидит женщина, смотрит прямо на нас. Она довольно упитанна, в какой-то шляпе. В следующем снимке я увидел ее лицо. В этом кадре мне показалось, что на ней сидит кошка, которая шипит. Следующий кадр довольно жуткий. Как мне кажется, Сабрина, будем ее называть именно так, разорвала на куски человека. Посмотрите, в правой руке мы увидели голову, в левой руке нога. И посередине тоже виднеется нога. А как вы думаете, так это или нет? Затем, пересмотрев материал еще около 2 или 3 минут, я заметил, что женщина, которая сидит на этом троне, держит что-то в правой руке, а внизу нее сидит свинья, как будто просит, чтобы ей дали покушать. Друзья, в заключение данного эксперимента хотелось бы сказать, что это все, что нам удалось вытащить из эксперимента водного метода. Получился у нас данный эксперимент или нет, решать вам, друзья. Смотрите дальше.
Друзья, всем спасибо огромное за просмотр данного видеоролика. Мы сейчас готовимся к большой поездке. Друзья, пожелайте нам удачи и оставайтесь с нами. Ждите следующий видеоролик. Я думаю, он будет очень интересный. Всем пока, друзья, и до новых встреч. Ну все, наверное, Да. пишу. Давай, пойдем. Я так испугалась просто. Что это было? Так. Камеру не выключили, да?